Александра Рыбака узнают на улице не только в России, Беларуси и Норвегии, но и по всему миру. После победы на конкурсе Евровидения в 2009 году он превратился в международную звезду первой величины. Правда, Александр откровенно говорит, с детства у него была совсем другая мечта. С девушкой пожениться, которую я, конечно, любил бы. Или, если это бы не получилось, тогда я хотел бы стать звездой, потому что звездам не разрешено влюбляться. Так что сразу, когда я понял, что все, она у меня разлюбила, тогда я сразу понял, все, должен стать звездой. Сегодня, чтобы жениться, ему достаточно бровью повести. Поклонницы тут как тут. Даже во время интервью в тихом норвежском кафе. Некоторые сразу говорят, что или влюбленные, или просто нравится музыка, да. Многим девушкам они делают вид, что я им не нужен, а потом вдруг... Получается, они уже, например, пятый раз уже проходят здесь. Фанатки теперь сами вешаются на шею и не дают молодому таланту прохода. Как на родине, так и в Европе. Хотя сам Александр в понятии родины частенько путается. И от интервью к интервью посвящает победы то Беларуси, то Норвегии, а иногда и России. Оно и не мудрено. Александр родился в Минске, с детства живет в Норвегии, но дома с родителями говорит по-русски. Не путается в одном. В Норвегии и в бывшем СССР к нему относятся по-разному. В Беларуси, так же, как в России, в Украине, я думаю, людям очень нравятся деньги. Ага. И они хотят все время как-то использовать меня. Говорят, ой, Саша, ты такой хороший. И тогда я сразу понимаю, что ой, сейчас, через 10 секунд они мне свою карточку дадут. Чтобы я позвонил им. Хотя с момента Евровидения прошло уже 2 года, популярность Александра Рыбака и не думает идти на убыль. Ему частенько приходится выступать на фестивалях и корпоративах, в том числе и в родной Беларуси, где у музыканта остались родственники. Но к ним он почему-то не заглядывает. У меня 2 бабушки в Беларуси. Ну, хотелось бы, конечно, их посетить, особенно на даче. Уже давно уже на даче не был. Я думаю, что 15 лет уже не было. Мы решили сделать это за Александра и посмотреть, как поживают его бабушки, а заодно выяснить, почему же любимый внук никак до них не доедет. Но разыскать их оказалось не так просто. Дача, про которую упомянул звездный скрипач, находится вовсе не в Беларуси, а в деревне Казенные Лешни, что в Невельском районе Псковской области. В этом ветхом строении и проживают сейчас родные мировой знаменитости. Бабушка по отцу Мария Борисовна Савицкая с сестрой Натальей Борисовной. Я когда приехала, мне было 45 лет. А сейчас мне уже 81 год. А сестре даже 86 лет. Видите, какие мы уже старенькие. У нас уже правнуки, у меня 3. Живут по-простому. За водой ходят на ближайшую речку. Так, чтобы не упасть мне только своим зрением. Это мы чистую воду сюда, а грязную это другое место. А питаются запасами, привезенными из города, да яблоками, собранными в саду. Целым ковром лежат. Никогда столько не было. 4 года не было. Сын Марии Борисовны и, соответственно, отец Александра, Игорь Рыбак, с супругой Натальей тоже живут за городом. В элитном коттедже недалеко от Осло. Отсюда до центра столицы Норвегии легко добраться общественным транспортом. По суше или воде. Все используют паром, потому что паром это 20 минут медленно и 12 минут быстро. За 12 минут можно добраться до центра города. Самого центра города. Это гораздо быстрее, чем на трамвае. Впрочем, родители звездного мальчика в трамвае не нуждаются и предпочитают использовать личный автомобиль. Volkswagen это очень такая хорошая, надежная сказать марка. честно, извините за некорректность, но для звезды такого мирового масштаба скромноватая машинка. Ну, дело в том, что это же не его машина, у него другая. Мария Борисовна рассказывает, в деревне Казенные Лешни магазина нет. Лишь иногда заезжает автолавка с самым необходимым. Да родственники везут съестное издалека. Не из Норвегии, конечно. Ну вот мой сын из Москвы приезжал, привозил продукты. Приезжает сюда лавка. Но нам сейчас деньги не меняют на русские. Правда, мне сын дал денег. Но в принципе, конечно, мы и так немножечко подэкономливаем. Внук Марии Борисовны Александр Рыбак тоже сейчас экономит. Недавно он купил пентхаус в Норвегии и теперь вынужден себя ограничивать. Самое главное, у меня есть телевизор хороший, громадный, квартира очень-очень хорошая в самом лучшем районе в Осло.